Всем привет! Сегодня будем смотреть обзор сборной модели новой китайской фирмы Minibase. Российский палубный истребитель Су-33 в 48 масштабе. Коробка поражает своими размерами, она просто огромная. На зарубежных модельных форумах уже давно есть фотографии литников. На российских просторах данное видеообзора содержимого набора будет первым. Следующий литник — крыло. Как я уже и говорил, что здесь есть опция
сложенное или разложенное крыло. Как вам будет интересно, как вы захотите. Крыло собирается из миллиона деталей. Да что вы с нами делаете-то? Закрылки, элероны, отклоняемый носок крыла. Все самостоятельные детали. Радиопрозрачный обтекатель антенны. Посмотрите на него. Как отлита эта деталь. Безумие. Приборная панель. Вот единственное, что бы я добавил к этой модели, так это либо 3D декаль от Quinta Studio, или цветное фототравление, микродизайн, Эдуард, неважно. Ну, когда выйдут. Время постройки сократит уйму и будет очень красиво и правдоподобно, но вот правда. А если из коробки, то клейте родную декаль, которая для приборки состоит из более 5 частей. Сложно? Сложно, но можно. Нижняя часть фюзеляжа. Хочу обратить ваше внимание на проработку ниш шасси. Вот, отличный литник. Регулируемое реактивное сопло. Также опционно. Можно собрать в открытом и закрытом положении. А посмотрите, какая тонкая стенка данной детали. Менять? Да не в жизнь. Шасси, колеса. Сама резина сделана из двух половин. Дана имитация нагрузки. И не такая, как будто стадо слонов на самолете разместили, а нормальная, чуть-чуть приспущенные колеса. Есть надписи на бортах. Великолепно. Диски даны отдельными деталями. Ну, красить, чтобы было удобно. Плюс, естественно, плюс. И таких литников в наборе 2. Что тут у нас? Воздухозаборник и моторный отсек. Кстати, Су-33 в 48 масштабе не первая модель, есть модель фирмы Kinetic. В руках я ее не держал, и сейчас ее нет, к сожалению. Знаю, что модели Kinetic более топорные, что ли, хотя и неплохие. К чему это я? Порылся в интернете, посмотрел разницу. Воздухозапорник на той модели сделан частично вместе с фюзеляжем, здесь полностью отдельно. В принципе, разницы никакой, на мой взгляд. Главное, чтобы стыковались без проблем. Дальше идут литники с мелочью. Это не очень интересно. Два одинаковых литника, целиком посвященные пилонам. Каких тут только нет. АКУ 470, АПУ 73, АПУ 470. Снова мелочевочка. На Су-33 установлено катапультное кресло К-36ДМ. Ну, скорее всего. Так, в данной модели оно собирается из где-то деталей 50. В инструкции на сборку кресла отдан целый лист. Не страница, а лист. Удачи тем, кто будет собирать. Ну, это я шучу. Зато какая детализация. Литник с прозрачными деталями. Здесь тоже опционно. Модель можно собрать как с открытой подвижной частью фонаря, так и с закрытой. Шва посередине нет. Все четко. Плюс. Ракеты нежно упрятаны в отдельную коробку, даже в две. В первой коробке 8 ракет, по 2 штуки каждой. Р-73Е, Р-73Л, Р-27Т и Р-27Р. И ракеты даны целиком, собирать не нужно. В основном
Всех моделистов интересует толщина стабилизатора и поворотного крыла. Так вот, здесь они минимальные для пластика. Меня лично это очень порадовало. Блин, еще и собирать не надо. Просто покрасил, декаль повесил и под крыло. А во второй коробке вас ждут еще 4 R27ER. Основной приемник воздушного давления. Это такая штанга впереди самолета. Металлический. Это прям плюсище огромный. Даже не знаю, как вам его показать получше. Так что ли? Или так? Во, наверное, так. В наборе присутствуют 3 платы фототравления. Три листа декалей. Можно забрать вариант, представленный из трех. Это у нас борта 80, 68 и 86. Огромный лист технической информации с техничкой. И лист декалей для ракет. И четвертый какой-то недолистик. И осталась у нас только одна инструкция. Инструкция на английском языке. 56 страниц. 56 страниц, задумайтесь. Как вы поняли, очень подробная инструкция. Краски даны мистер Хобби, Ганза. Единственное, жалко, что не глянцевая бумага. Забыл сразу сказать, что основной приемник воздушного давления можно и в сложном виде изобразить. Модель это позволяет. Также в наборе есть лестница. Любители диорам это уже ваша тема. Также очень нужная информация в инструкции расположения ракет на пилонах. А вот это все у нас декали с технической информацией. Смотрите, какое количество. И в заключение цветная вкладка. На этом все.
Я порядком притомился, почти утро. Приобрести, посмотреть фотографии литников моделей вы можете на нашем сайте i-modelist.ru по ссылке. А я с вами прощаюсь. Очень жду ваших комментариев. До скорой встречи. Покеда.